Итак, мы переходим от одного к другому. Да-да, сэр Элос здесь. Сегодня у нас 4-я реакция Димаша. Это «Аве Мария». Я получал этот запрос много раз, и многие из них рекомендовали мне посмотреть выступление на Новой волне 2021. Как и в случае с другими моими реакциями, я решил заранее ознакомиться с текстом песни на случай, если она написана на другом языке или чем-то отличается от традиционной «Аве Мария» СМС. И вот что я нашел. Так что, возможно, это немного спойлерит, но посмотрим. «Аве Мария» Шуберта, пожалуй, самая известная из них. А еще мне очень нравится версия Каччини, которую часто исполняют контртеноры. В комментарии к одному из моих других видео я видел, как кто-то сказал, что «Аве Мария» Димаша очень похожа на версию Каччини, так что мне интересно посмотреть, в чем это заключается. Просто хочу сказать, что вокруг версии Каччини и того, кто на самом деле ее написал, ведется много споров. Это был Каччини или Вавилов? Но это не для этого видео. Ладно, давай сразу перейдем к делу. It's a nice soundscape. Это отличный звуковой ландшафт. Хочу сразу сказать, что очень интересный костюм, белый с черным. Он очень контрастный, вы знаете, это полная противоположность. Белый цвет часто символизирует ангелов, а черный — противоположность тьме и печали. Это очень задумчивое начало. От напряжения у меня определенно учащается сердцебиение. Что же, да, здесь определенно есть о чем поговорить, так что я еще вернусь к этому. Ну что же, я уже слышал Димаша раньше и видел его диапазон, так что меня просто поразило, что я больше никогда не испытаю того первоначального шока, когда услышу его в первый раз. Но это прекрасно, потому что теперь я действительно могу сосредоточиться на других элементах музыки. Так что же у нас есть? У нас очень-очень хорошее исполнение контртенора. Когда он начинает петь, это звучит очень-очень открыто. Это просто его голос, а также присутствует реверберация, так что мы можем слышать его ноты после того, как он перестал их петь. Мне интересно, было ли это запланировано или принималось во внимание, когда Игорь писал эту песню и представлял, как ее исполнит Димаш. Потому что вот, например, здесь ты можешь услышать предыдущую ноту. Вот так он поет. И ты можешь услышать обе ноты. Значит, он берет аккорд сам с собой. Видишь вон те две ноты? Мне нравится, как Димаш может просто взять и заиграть таким воздушным голосом, как здесь.
Она такая воздушная, что, по-моему, только делает ее такой неземной и парящей. А потом, конечно же, мы видим, как Игорь аккомпанирует на пианино, что, по-моему, очень круто. Хорошо, сейчас я собираюсь указать на некоторые сходства, которые я заметил с версией Ава Мария Каччини или Вавилова, и я собираюсь спеть вместе с Димашем. Так что, если ты не хочешь этого видеть, пожалуйста, перейдите к временной метке, которую я только что поставил здесь. Итак, в этом разделе структура гармонической прогрессии такая же, как в версии Каччини-Вавилова, что означает, что ты можешь взять мелодию из другой версии и вставить ее в нее. Поверх всего этого, и оно будет идеально сидеть. Сейчас я попытаюсь продемонстрировать это, тихонько подпевая Димашу. Здесь очень высоко, так что, пожалуйста, прости меня. Если ты не знаешь другую версию Каччини из The Feel of Version, то я оставлю ссылку в описании, чтобы ты мог пойти и посмотреть, откуда взялась эта мелодия. Исходя из этого, я теперь понимаю, почему в комментарии к моему другому видео говорилось, что эта версия похожа на предыдущую. Так что я думаю, что это не может быть совпадением. Так что, возможно, это аранжировка Егором Каччини из версии Feel of. Да, так вот, в этой части мы и остановимся. Мы играли в до-мажоре, который звучит примерно так. И мы ожидали, что Димаш вступит в фа минор, который звучит примерно так. Но вместо этого мы переходим от до-мажора к ля минору. Так что мы переходим от этого к этому. Это то, что мы называем переходом к относительному минору в музыке. И вот что это значит. Каждая мажорная тональность в музыке, как мы можем видеть по внешнему кругу здесь, имеет свою ключевую характеристику, которая заключается в количестве диезов или бемолей в гамме. Здесь внутри круга изображена минорная тональность, которая имеет ту же самую подпись. Так, например, в до-мажоре, где мы были, нет диезов и бемолей, а ля минор — это минорная тональность, в которой также нет диезов и бемолей. Так что в этом смысле эти две тональности взаимосвязаны. Относительный минор всегда находится на третью ступень ниже. Итак, C, B, A. Относительный минор G — это E, G, F, E. Относительный минор D — это B, D, C, B и так далее. Так что, хотя это звучит как неожиданная смена тональности, на самом деле между этими двумя тональностями существует довольно сильная связь. На данный момент я тоже так думаю. Нам тоже приедет хор. Не знаю, как у тебя, но у меня действительно возникают образы ангелов, ну знаешь, облаков над головой. Совершенно трансцендентные образы, которые возникают у меня в голове, когда я слушаю. Сейчас на сцене у нас действительно есть сухой лед и облака позади него на экране, но хор добавляет этому ощущению голосов, доносящихся сверху. И тот факт, что здесь тоже нет текстов песен, они просто поют, действительно усиливает это ощущение. Как раз перед тем, как вступает хор, есть небольшой отрывок, в котором Димаш берет последнюю ноту. Это один из редких случаев в этом исполнении, когда он использует смешанный голос. Это что-то среднее между его грудным полным голосом и голосом в голове или фальцетом. До этого он предпочитал использовать очень-очень воздушное звучание, как я упоминал ранее, особенно в начале. Но затем тональность меняется, когда вступает хор. Ты видишь, что его фальцет звучит гораздо полнее. Ладно, давай продолжим. Только быстро, да, я вижу, что это основано на версии Каччини или просто для того, чтобы почувствовать ее. Вся структура одна и та же. Хорошо, я понимаю.
Черт возьми, это здорово, не так ли? Мне это действительно нравится. Очевидно, что он должен был подняться туда в конце, но я вернусь к этому позже. Это всего лишь несколько моментов из последнего раздела, на которых я хотел бы остановиться подробнее. Итак, в этой части есть еще одно ключевое изменение. На этот раз мы ожидаем услышать ля минор, но вместо этого возвращаемся к си, которая является относительной мажорной по отношению к ля минору. Так что здесь есть какая-то связь. Но самое важное в относительных мажорных и минорных нотах — это то, что внешний круг, все тональности мажорные, которые вы можете использовать. Могу считать себя более счастливым. На этот раз, когда они переходят от ля к до, вместо того, чтобы переходить от ля минор к до мажор, они переходят от ля минор к до мажор. Второстепенный, который сейчас находится вот здесь. Это очень умный способ оставаться в миноре, так что в целом получается немного более грустное звучание, переходя при этом на более высокую тональность. Более высокая тональность означает, что мелодия Димаша будет звучать выше, так что он сможет петь громче и продемонстрировать свой диапазон. У нас тоже скоро будет. Это добавляет интенсивности. Еще один вклад в эту интенсивность вносят инструменты, которые мы слышим сзади, особенно струнные. Струнные усиливают ритм, что создает своего рода волнение. Это интересно, потому что это полный контраст с плавным течением Димаша. Ну, знаете, с тем, что под этим скрывается. Они просто контрастируют друг с другом. Тогда вот здесь у нас пока самая высокая нота. Это верхняя нота си бемоль, которая по сути является самой высокой нотой, которую должен петь хорист. Тогда мы получаем вот это. Черт возьми, я имею в виду, посмотри на это. Он так непринужденно играет в высоком диапазоне сопрано. Верхняя нота, которую он берет, находится на вершине фа, но на октаву выше, и это опять же самая высокая нота в арии «Королева ночи». Это самая высокая нота в этой небольшой части, а затем его последняя нота. Он делает это так тихо, с таким большим контролем и такими динамичными вариациями. Он становится то громче, то снова тише. Вот эта нота, верхняя «да», обычно самая высокая, которую может взять сопрано. А как же звуки инструментов на заднем плане? Да, я не совсем уверен, что это за инструменты. Возможно, это инструменты, традиционные для определенных культур, но от них исходит почти первобытная аура. В этот момент я чувствую, что это нечто мистическое. Я имею в виду, что это действительно еще одно звездное выступление Димаша, не так ли? И это действительно произведение, демонстрирующее его фальцет его высокого регистра. Давай оставим это на потом. Как всегда, спасибо тебе за то, что ты смотрел. Мы были бы признательны, если бы ты поставил лайк, подписался, и мы увидимся в следующий раз.